Конничева, Минна. Всем привет, ребята. С вами Кацунаку. Сегодня мне пришла ссылочка. Вот такую вот я недавно сходил на почту, получил. Первая моя посылка с eBay. Заказывал я на сайте. Пришла она мне из Германии. Какой-то далекой глубинки. Я даже удивился. Что мы тут видим? $250-25 евро. Вот такая вот небольшая. Ну что, приступим к распаковке. Интересно же, что же в ней такого там лежит? Не повредить бы. Ножичек в стороночку. И потихонечку что-то у нас тут вылупляется. Это игра лицензионная на Sega Mega Drive. Rings of Power, то есть Сила колец. Вот такая вот коробочка. Сам еще не вскрывал, как вы видите, я не знаю. Не кусок говна ли там мне положили. Цену я, конечно, потом вставлю в видосик. Я уже не помню, за сколько я брал, но недорого. Мануальчик весьма себе такой увесистый. Ну-ка, двигайся. Это обратная сторона. Starflight — это, видимо, реклама какой-то игруньки. А это лицевая сторона у нас. Ну тут что? Так, здесь у нас инструкция на английском языке. Да, мне попадались на французском, на немецком картриджи, но я не хочу себе такой мануальчик. Хочу, чтобы на английском. Более-менее будет что-то понятно. Как вы видите, сохранился он хорошо. Никаких тут косячков. Никаких пятен от кружек. Вот. Сам картридж от Electronic Arts, по-моему. Да, сам картридж от Electronic Arts. Как мы видим, разработчики Naughty Dogs. Те, кто делал Uncharted. Вот здесь, если присмотреться, Naughty Dog Software. От электроников фишечка. То есть картриджи выполнены вот с такой вот, в таком формате, то есть широком. И вот с такой вот желтенькой фишечкой. Вот так вот даже. Вот. Соответственно, болты тут вообще какие-то непонятные, как открывать, я не знаю. Но я бы хотел его открыть и сравнить. Я имею вот такой вот пиратский картридж. Дело в том, что на всех пиратских картриджах не работали сохранения. И раньше приходилось выключать Сегу и мучить эту игруньку очень долго. Я ее Сегу не выключал 2 суток, но потом побоялся, что либо сама Сега перегреется. Кстати, она была горячая возле самого слота картриджа, куда он вставлен был. Трогал. И блок питания тоже очень был горячий. Я испугался, что у меня все это нафиг сгорит. Пришлось вырубить приставку. Сейчас я что-нибудь найду подходящее, и мы вскроем и посмотрим, как я узнал. Здесь используется EEPROM, то есть постоянно запоминающее устройство, то есть не требующее
питания, то есть не энергозависимый, то есть работает без батарейки. Я хочу в этом удостовериться, потому что на таких картриджах я в детстве встречал штуки 3 точно на моей памяти. Все были, два было с батарейками, со слотом для батарейки, и там уже была батарейка, я даже покупал свежую, не работало ничего, соответственно, савки. Некоторые были без батарейки, я туда впаивал специальную фиготень. То есть выпаивал с другого картриджа этот слот с батарейкой, впаивал в него, и также не работало ни хрена. Даже мне попадались некоторые ромы в интернете нерабочие, также не работало сохранение. Вот, ну сейчас мы скроем все это дело, посмотрим, сравним, в чем отличается лицензия от китайщины. Но это наводилка, по-моему. Так, на картридже оказались финди-пуперные болты, не такие, как я предполагал. Электроники тут тоже выпендрились, помимо вот этой желтенькой фишечки. В общем, я специально купил биты на Алиэкспресс. Они стоят 98 рублей. Выглядят вот так, под такие болты. Но прикол в том, что у этого картриджа болты совсем иные. Они выглядят вот так. До этого я пытался открутить на предыдущем картридже, также лицензионном. Вот, продемонстрирую здесь вот такие болты. Именно под вот эту биту. То есть все вот легко подходит. Вот, все, он зафиксировался. Можно выкручивать, но сюда эти биты не подошли. Я пробовал греть стержень ручки и открыть вот этот картридж, у меня ничего не получилось. Боялся сильно плавить стержень, чтобы вот это отверстие залилось пластмассой и вообще заблокировалось как-либо. Но прикол в том, что фишка проканала. Вот я взял стержень от гелевой ручки, нагрел его вот этой зажигалкой и прям вот так вот туда вот смачненько его впихуйнул. Подождал где-то секунд 30-40 и вуаля, поддалось. Я выкрутил эти два болта. Ну что, вскроем. Итак, достаем отсюда микросхемку. Вот эта штучка нам будет мешаться. Она там, как видите, типа защелки. Она легко вытаскивается потихоньку, если ее тянуть. Вот так вот. Эта штука вытаскивается. И выглядит так. Ну и все, тут он легко открывается. Видите, да? На плате отсутствует батарейка. Это голый корпус. Made in Taiwan. Сделано в Тайване. Далее мы тут смотрим на саму плату, поглядим. Я предполагаю, что EEPROM вот эта вот микросхема. Здесь что мы видим? Electronic Arts 1991 года.
А вот на обратной стороне мы видим написано PWB и Prom Card. Ревизия D. All right. Reserved. Все права защищены. То есть картридж на EEPROM. Вот почему не работали сохранения на пиратских копиях Rings of Power. То есть и эти просто китайцам было, видимо, дорого делать, и они делали вот такой вот муляж, чтобы мы, маленькие глупые дети, думали, почему же у нас не работает, может что-нибудь тут нужно. Кстати, кондер отвалился. А, я его выпаял. Кондер здесь был. Что я с этой платой только не делал. Запись работать на ней не будет. Вот такие вот делишки. Кстати, вот прикол откручивания болтов с помощью вот, пасты от гелевой ручки работает. У меня, правда, не с первого раза получилось. На предыдущем картридже я вам показывал, где были не совсем немножко другие болты. Я мучился, у меня не получалось. Просто нужно было не бояться и хорошенько греть ее, чтобы затекло именно вот в это заднее отверстие, где находятся расположены болты, побольше вот этой пластмассы. Вот, потому что я грел только самый кончик, и он слегка схватывал болт, и ничего не получалось. Когда вы расплавите хорошо, прям смачно так, она все туда залипнет, хорошо туда пластмасс затекет и примет нужную форму самого болта. И не бойтесь, что у вас в эту дырку зальется пластмасса, и вы потом не вытащите. Разность температур имеется, то есть это получается горячий пластик на стержне, а с холодным пластиком не слипнется. Так что такая вот штука. Еще момент, смотрите, здесь я заметил тоже рифленая поверхность, логотип Electronic Arts на самом боксе с игрой. Еще продавец говорил, бокс поврежден, там, короче, какой-то что-то отломлено. Я так и не понял. Сам продавец из Германии, поэтому, видимо, тоже пользовался переводчиком, писал на английском. Оказывается, отломлено, не хватает вот этой части здесь. И, как ни странно, она была в этом же боксе. Вот он, кусочек пластика. Типа приклеишь сам на суперклей. Кстати, как вариант, у меня суперклей есть. Приклею. Хотя не столь важно, это держатель для книжки, мануала. Если мы его вот так вот воткнем, то он у нас тут будет шевелиться немножко. Здесь это фиксирует, а здесь нет. Но это не критично. Всем пока. С вами был Кацунеко. Оценивайте видео. Всем пока. Джане.